Прошло 12 месяцев с начала эксперимента, который стартовал 1 сентября 2022 года. Напомню, что мы взяли 20 банок и поместили в каждую из них по 2 свежих помидора разного вида и размера. Затем в каждую банку мы поместили одно из средств, которое потенциально могло подавлять плесень и гнилостные бактерии. Нашей целью было найти эффективное решение для длительного хранения скоропортящихся овощей без холодильника или погреба. При этом овощи требовалось сохранить именно в свежем виде, не используя консервацию, маринады, термическую обработку и тому подобное. Итак, давайте посмотрим на содержимое 20 банок и найдем лучшее средство. В конце я продегустирую помидоры, которые хранились целый год, и мы узнаем лидера. Говорю сразу, банки весь год хранились при комнатной температуре в сухом темном месте, и вынес я их на улицу впервые исключительно для съемок. Лук репчатый. Напомню, что лук для эксперимента мы взяли с нашего органического огорода. Это важно. Лук с магазина в другом эксперименте показал другой результат. Мы видим, что спустя 1 год помидоры выглядят свежими, следов плесени и гнили нет. Удивительно. Чеснок. Много плесени и жидкости на дне банки. Перец острый. Помидоры вроде целые, но пятнышко и жидкость на дне банки указывают на работу гнилостных бактерий. Корень хрена очищенный. Отчетливо видно, от помидоров не осталось практически ничего. Крапива. Подобная история, помидоры сгнили. Далее свеча, которая предварительно зажигалась и использовалась для поглощения кислорода из банки. Я вижу, что помидоры испортились. Железный гвоздь. Также был использован с целью удаления кислорода из банки. Но и это средство оказалось неэффективным. Имбирь сушеный и молотый. Много плесени и следы гнили. Идем дальше. Соль каменная. Вижу, присутствует плесень и жидкость на дне банки, а значит, включился процесс гниения. Сода пищевая. Плесени нет, в отличие от соли, но есть следы гниения. Спирт медицинский. Плоды целые, нет ни плесени, ни гнили. Единственное, что изменилось, это цвет. Похоже, что помидоры впитали спирт. Но именно дегустация покажет, съедобные помидоры или нет. Уксус столовый. Результат отличный и по виду, и по цвету. Вижу, есть темное пятнышко в крышке, где изначально был налит уксус. Так как вначале там было все чисто, не пойму, что это, но это точно не плесень. Оставьте комментарии, если знаете, что это. Уксус яблочный натуральный. Также результат отличный. Немного жидкости на дне банки – это не вода, это конденсат уксуса. Напомню, что изначально все жидкости были налиты исключительно в крышку. Перекись водорода. Видим и плесень, и гниль. Горчичный порошок. А вот это интересное средство. Смотрите, плесени нет, гнили нет, жидкости на дне банки также нет. Но плоды немного усохли. Так что посмотрим, что покажет дегустация. Гвоздика, пряность. Несмотря на большие ожидания, результат отрицательный. Настойка прополиса спиртовая. Помидоры выглядят идеально и по форме, и по цвету. Очевидно, что это один из победителей. Далее лимонная кислота. Результат отрицательный. Куркума молотая. Средство также не справилось с поставленной задачей. Помидоры сгнили. И, наконец, 20-я банка с названием «Чистый». Здесь только помидоры и ничего больше. Мы видим признаки гниения, что вполне логично, хотя плесени уже нет, а раньше была. Итак, у нас есть 7 средств, которые в целом справились с поставленной задачей, но 2 из них под знаком вопроса. Это горчица и перец. Сейчас я открою эти банки и посмотрим, что там. Горчица. Могу обонять запах горчицы с небольшой кислинкой. Разрезаем. Так, запах скисшего помидора. Это уже плохо и пробовать на вкус нет смысла. Идем далее. Перец острый. Запах напоминает квашеный перец. Так, вижу гниль. Пробовать также не буду, потому что и так все понятно. В финал выходят 5 средств. Первое – спирт. Так,
Могу ощущать привкус спирта, но небольшой концентрации. То есть градусов здесь, похоже, нет. Прополис. Пахнет приятно. Присутствует также слабо выраженный привкус спирта. Уксус. Пахнет, соответственно, уксусом. На вкус неплохо, где-то отдаленно похоже на маринованные помидоры. Теперь яблочный уксус. Интересно, запаха уксуса почти нет. Ну, может быть, где-то далеко. Вкус отличается от всех предыдущих образцов. Напоминает свежий помидор с отдаленным запахом яблочного уксуса. Возможно, этот запах идет от шкурки, так как при откусывании я все равно касался ее губами. В общем, результат мне понравился. И, наконец, лук. Могу обонять интенсивный сладкий запах лука. В этой банке помидоры идеально красные. Сложно поверить, что спустя год они могли так сохраниться. Что мы имеем? Вкус свежего помидора с небольшим сладковатым привкусом лука. Кстати, если кто-то не верит, что банки действительно хранились целый год, на нашем канале есть все видео с самого первого дня эксперимента и обзоры в течение всего года. В общем, я все показал и озвучил, но интересно ваше мнение, какое средство лучше всех. Не стесняйтесь оставить комментарий. Если есть вопросы, замечания или предложения, пишите, я отвечу. Будьте здоровы, не болейте, живите долго.